Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и наконец-то я сделала видео о природных материалах. Так как мое видео оказалось очень длинным, я его разделю на две части. Сегодня я покажу вам часть того, что у меня есть, ну а завтра я вам покажу именно то, что я очень сильно люблю. Ну а если вы также сильно любите природные материалы, как я, продолжайте смотреть это видео до конца, ну еще и завтра, так как видео выйдет уже завтра. И начнем мы с вами с желудей. Обычно я собираю все природные материалы уже с земли, которые опали и стали сухими. Но в этом году получилось так, что мы были в пуще, и я нарвала их зелеными. И еще я выложила их на вот эту соломенную, так сказать, корзину и сушила на свежем воздухе, поставив их просто на балконе. И смотрите обязательно то, чтобы они не были треснутые, иначе внутри будут заводиться всякие жучки, червячки и грызть ваши работы. Большие желуди я собирала недалеко от своего дома, и они также очень-очень красивые. Мелкие же немножко проблемные. Во-первых, в них постоянно есть черные точечки, из-за чего внутри жучки, как я уже сказала, и нужно их перебирать. Но также шляпки, так хочется, чтобы они не отваливались, но они отваливаются. Поэтому у меня отдельно также лежат еще с прошлого года шляпки желудей. Они, кстати, по цвету темнее, чем шляпки, которые я засушивала в этом году. Наверное, за счет того, что прошлые я сушила в духовке. Ну а также, как разновидность дуба огромная, желуди тоже бывают разные. У меня есть вот такие маленькие и сами шляпки. Шляпки уже побольше. Желуди были, я просто их отложила и оставила. Иногда тоже добавляю свои работы. Также очень часто вы меня спрашиваете, что я еще засушиваю. С прошлого года я начала сушить каштаны, но не сами каштаны, а их кожуру. Очень нравятся они в использовании. Изначально они все такие страшные, некрасивые, и честно сразу кажется, что с них может получиться. Я насыпаю вот так в коробку и тоже сушу на открытом воздухе. Я люблю сушить именно естественным путем, не в духовке, потому что про духовку я могу забыть, и они становятся все черные. Сначала некрасивые, а потом вот такие милашки. Они все стягиваются, утягиваются, красивого становятся такого цвета. И еще после улицы, так как сейчас дожди, их можно сразу промыть, а можно не мыть. Потом весь песок этот хорошо снимается. Была ситуация, когда я насобирала огромный мешок каштанов, вроде мне казалось, я их высушила, но по итогу через пару месяцев я обнаружила, что в ней завелась моль. Каштаны просто моль поела. Я думала, откуда она летает дома, и по итогу я выкинула все. Поэтому с тех пор я постоянно перебираю все свои природные материалы, что не надо выкидываю, что не выкидываю, и обязательно обращаю внимание на то, чтобы на них не было никаких точечек и никаких жучков. Иначе, как я уже говорила, все наши работы будут испорчены. Все свои природные материалы я храню в обычных картонных коробках. В шкафу у меня есть маленькая полочка для одной части материалов. Ну а в больших ящиках у меня находятся те материалы, о которых я расскажу вам уже завтра. Ну и давайте теперь я буду показывать то, что у меня находится именно в этих маленьких коробочках. Я, кстати, все подписываю для удобства, чтобы потом не рыться в этих коробках и не искать. Я думаю, все мы любим варенье, и зачастую закрываем варенье именно сами. Поэтому каждый раз, когда мы закрываем варенье с абрикосов или слив, я оставляю косточки. И причем они, как оказывается, разные по виду. Достаю косточки с абрикосов и выкладываю на какую-нибудь миску, так, чтобы они сушились. Я, кстати, их даже как-то и не мою. По итогу, после того, как они высохнут, все, что на них осталось, оно осыпется. И наши косточки останутся очень-очень красивыми. Я использую и косточки сливы. Чем они отличаются между собой? Тем, что слива, она более шероховатая косточка, а в абрикосах она более гладкая. Поэтому в работах они тоже смотрятся очень по-разному. На данный момент у меня закончились эти материалы. Это косточки персиков, нектаринов и также косточки хурмы. Впереди зима, и я всегда от хурмы оставляю косточки. Мне нравится заполнять мелкими материалами именно пустое пространство между основными материалами. Редко, но бывает, срезаю маленький мак, который растет у нас возле речки. Красиво смотрится в работах, но не знаю, насколько он хорош. Не поедят ли его всякие разные мошки, так как все-таки он немножечко такой, как я говорю, дырявый. Юлечка, я видео снимаю. Меня тут сними.
Давай, вот. Вот там. Привет, я Юля. Вот так и вставлю. Замажь лицо крестиком. Не замажу лицо, ты мне мешаешь. Покажись. Ну а так как у меня есть сестра, она тоже заготавливает мне иногда природные материалы. Ну как иногда, она тоже ходит, гуляет по лесу или где-то по магазинам и постоянно все сметает мне. Так вот, она мне засушила кожуру маракуйи. И знаете, тоже неплохо смотрится в работах, но не везде ее можно применить, так как она не маленькая. Ну и сами плоды личи. Тоже она засушила мне кожуру. Буду пробовать в этом году. Интересная она по форме, интересная она по цвету. Поэтому совмещать, мне кажется, в таких более няшных работах будет интересным. Также у меня большая коробка фисташек. Мы все очень любим фисташки, поэтому все всегда складывают мне их в кучу. Я потом, конечно, перебираю, потому что я не люблю, чтобы у меня в коробках находился также мусор. С фисташек мне очень нравится делать именно цветы для веночков и также заполнять пустые пространства. Ну а теперь мы перейдем с вами к растениям. Это всеми известные колоски. Я их обычно срезаю на поле, именно уже сухими. Дома я с ними ничего не делаю, но также я меняю им цвет, это обесцвечиваю или подкрашиваю. Видео на эту тему также есть у меня на канале. Ну а также все ссылки, которые дополнительные к этому видео, я оставлю в описании. Переходите и смотрите другие мои видео на тему природных материалов. Также мох. Он бывает разнообразным. Его можно купить как в магазине, также и заготовить самому. Этот декоративный мох я когда-то покупала в обычном магазине. Он находился в разделе для декора, там где находятся разнообразные свечи, какие-то цветочки мелкие для домашнего декора, подсвечники, поэтому очень часто именно в этих отделах можно найти интересные материалы. Я нашла тогда там такой мох, к сожалению, что-то его туда не привозят, и в другом месте пока что я его найти не могу, но он также очень красиво смотрится в работах. Ну еще вот такой мох, который называется мох ягель. Его можно найти в лесу, но после высыхания он становится очень таким дубовым и твердым. Не знаю, как его сделать мягким, но также в свои работы можно его вклеить. Единственное, что если трогать постоянно работу, я думаю, он будет сыпаться. Еще есть вот такой мох, он изначально зеленого цвета и очень красивый. Мне принесла его мама из лесу, и я делала сначала венок, а потом уже высушила и добавляю в другие работы. Ну и в этом году весной я оставила котики. Я их так называю, котики. Кто называет их верба, кто верба, кто еще как-то. Короче, как оказалось, в мире это дерево называют все по-разному. Но одним словом, это верба. А поотламывала я с веток эти котики и оставила. И знаете, на них на данный момент ничего не завелось. Они в очень хорошем состоянии, поэтому я думаю, их можно также использовать в своих работах. Ну и важным таким материалом это орехи. Орехи также бывают разные. На данный момент у меня нету в наличии арахиса, именно арахиса, который в кожуре. Этот арахис я люблю использовать в работах. Бывает, я его покупаю, но у меня дочка быстро эти орехи съедает. Поэтому эти орехи у нас постоянно дома уходят, и приходится их покупать, если они необходимы для работы. Также самые обычные это грецкие орехи. И еще учитывайте один такой момент. Если вы используете скорлупу от грецких орехов или от каких-то других орехов, вы должны быть уверены в том, что внутри нет ничего съедобного, потому что в этих местах точно так же заводятся жучки и съедают всю вашу работу. Ну и орехи фундук, я думаю, об этих орехах ничего не нужно рассказывать, они безумно красивые, красиво смотрятся в работах. А теперь я отвечу на такой вопрос, который всех всегда интересует: где взять винные пробки? Где взять? Пишите в Инстаграме. Я когда-то написала в Инстаграме, что я хочу сделать доску, вот, кстати, та, которая висит у меня на заднем плане. Я написала, что мне не хватает винных пробок, и, знаете, пришли люди, которые мне их принесли. Просто нашлись те, у кого они дома были. Зачастую оказывается, что очень многие винные пробки оставляют, а потом не знают, куда сунуть. Мне недавно опять принесли целый мешок, поэтому я тоже с них что-то хочу сделать, пока что не знаю что. Иногда я режу эти пробки и также использую вот эти кругляши в своих работах, красиво смотрится. Ну еще после того, как я попросила помощи именно в Инстаграме,
через какое-то время мне написали, что эти пробки можно купить. Где их можно купить, я не знаю, просто без понятия. Это, наверное, нужно заказывать те, кто производит вино, что ли. Ну, короче, можно их где-то купить, где купить не знаю, поэтому лучше попросить помощи. Ну и покажу вам вот это растение, это физалис. Тоже есть много разновидностей, есть съедобные, есть несъедобные, но смысл в том, что я как-то ездила по работе с мужем, и знаете, кто-то убирался в своем огороде и выкинул его просто за сетку. Я, конечно же, забрала, он был немножко весь такой в грязи после дождя. Я как могла помыла, оставила себе пару вот этих вот цветочков, но я не знаю, буду ли я в дальнейшем его использовать. Мне кажется, если его покрасить, особенно может быть золотой какой-то краской, будет очень красиво. Краска именно с баллона, поэтому мне жалко их выкинуть. Не в очень хорошем они состоянии, не очень красивые они на внешний вид. Не знаю, хочу их использовать, вот просто мне жалко это растение. Как-то видела, что его используют в свои работы, но он должен быть очень красивым и аккуратным. Этот же был уже испорченный, но я все равно что-нибудь придумаю. Также многие материалы я покупаю в магазинах. Я захожу в любой гипермаркет или гипермаркет именно строительный. Как я говорила, много-много всего. И я купила вот такие сухоцветы. Не знаю, что это, не могу сказать, что это такое. На упаковке ничего не было написано. Если вы знаете или хотя бы в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, для того, чтобы, возможно, как-то можно было найти их в интернете и приобрести. Так как в магазине они у нас уже закончились, уже давно их там нету. Но мне безумно нравится, как они смотрятся в работах. Особенно часто всех интересуют вот эти цветочки. Это бакули. Но их можно приобрести также в таких же разделах, в наборах с сухоцветами хлопка. Как делать хлопок, я вам уже показывала, что я делаю с этих сухоцветов хлопок. Поэтому заходите в такие отделы и ищите. Также кто-то писал, что они продаются в магазине IKEA. Ну, в принципе, я вам скажу так. Это такой декоративный материал, который на данный момент насыпают в какие-то стеклянные такие круглые или плоские вазочки, для того, чтобы они украшали ваш дом. Поэтому везде, где есть магазины для домашнего декора, можно поинтересоваться, и обязательно вы где-то их найдете. Я же использую их, как делая хлопок, и также просто добавляю в свои работы. А так как они есть разного цвета, это очень удобно, и у вас есть повод сделать работу не каких-то нейтральных цветов, а в ярких оттенках. И это всегда выглядит красиво.